Слава, привет! Однажды слышал от тебя, что людей всегда отвлекают различными развлечениями, чтобы они свою энергию пустили не на созидательные для себя дела, а слили впустую. Для чего нужен целому такой механизм? Ведь для самого целого вроде это несет только вред. Зачем целому отвлекать людей? Ну, в целом же есть интересы разных групп лиц, скажем так. Например, внутри целого есть те, кто ответственны за иерархию в этом целом. Да? Ну, то есть есть, скажем так, правящая элита, которая субъективно заинтересована в продолжении того, чтобы она оставалась правящей элитой. Ну, соответственно, ей, как бы, ее первоочередной задачей является что? Недопущение каких-то новых лиц в круг правящей элиты. Ну, она этим и занимается. То есть она всячески путем мифов, путем создания фильмов, всяких политических явлений, принятия законов, технологий, информационных и прочих. Она делает все возможное, чтобы энергия обычного человека просто не дотекла. Вот, ну, вот как поток с горы спускается, понимаете, там часть пошла налево, часть направо, часть течет вперед. Та часть, которая течет вперед, опять ее расщепили. Часть туда на развлечение, часть на там еще куда-нибудь. И чтобы уже все у человека собственно, до самого главного, как все устроено, как все работает, чтобы у него энергии просто не дотекло, чтобы просто не хватило. Поэтому человек сегодня окружен соблазнами, с одной стороны, а с другой стороны необходимостью платить за эти соблазны и работать. И вот так и проходит его жизнь. Он видит соблазны, у него текут слюни, он лезет в карман, там не хватает денег, он идет работать. Если он не идет работать и там пойдет ограбить, его сажают в тюрьму. Ему как бы говорят, смотри, вот соблазны, вот это жизнь, вот это соблазны. За это тебе надо работать. Иди работай. А у тебя свободное время есть? Тогда вот тебе соблазны, которые очень эффективно съедят твое свободное время. И вот как бы у него так жизнь и построена. Кровать, горшок, душ, работа, соблазны. Кровать, горшок, душ, работа, соблазны. Примерно по такому принципу. Но большой игры именно вот, собственно, кайфа, ощущения, как бы, как ты играешь пространством, человек не переживает. Ему просто не дают до этого дотянуться. Не дают ему прожить. Ну и в этом смысле интерес целого заключается во многих вещах. Ну, во-первых, арава, если вот захочет быть правящей элитой, ну, перебьют друг друга, да? То есть, ну, это сохраняет некую, как бы, целостность человечества как организма. Все развивается, все работает. Дальше это позволяет, понимаете, людям отжить каждое состояние. Понимаете, каждое состояние должно быть прожито. Оно должно быть отжито. Общество в целом, оно должно вот пропустить это состояние через свою нервную систему. Оно должно на этой волне отдрожать, побыть, оттрястись, пропустить ее через себя. Не перепрыгнуть. Потому что за счет интеллектуального развития люди перепрыгивают через целые пролеты. Знаете, как по ступенькам, когда бежишь и перепрыгиваешь. 5 ступенек, 10 ступенек, если хорошо прыгаешь, да? То есть, когда ты интеллектуально растешь, ты же не будешь болтаться там в каких-нибудь компьютерных играх 20 лет, правильно? Ты раз поиграл там, не знаю, и перепрыгнул на следующую удовольствие, и ты за счет этого быстро растешь. Но если смотреть глазами целого, то есть задача каждое состояние прожить по максимуму. По максимуму, максимально. И это и происходит. То есть максимально отвлекая внимание большинства людей, происходит такой эффект, что люди растут очень медленно. Они только к 80 годам понимают, ё-моё, жизнь-то пролетела, а чем я занимался, да? А болтался вот на этой самой, на каком-то своем соблазне. Но зато это отжито так, что дальше некуда. То есть состояние отработано. И мир развивается постепенно за счет того, что он отрабатывает определенные состояния. Все равно его не сдержать больше,
чем он готов сдержаться, да? Но его можно сдерживать настолько, чтобы каждое состояние миром глобально было прожито на 100%. Вот это происходит. Вот это происходит. Поэтому, ну так, если глобально смотреть, то, понимаете, глобально, если смотреть, то происходит все, что происходит, все правильно. Но прикол в том, что вы лично не заинтересованы, чтобы вы участвовали в этом потоке. Вы лично скорее заинтересованы прожить в этой жизни что-то более яркое, чем то, что вам приготовили те, кто беспокоится о том, чтобы целое шло с максимально медленной скоростью, с полным проживанием всех состояний. То есть ничего, собственно, страшного прожить свою жизнь, не знаю, просмотрев телесериалы 50 лет, собственно, нет. Ну, так проживут реально миллионы людей своей жизни. Но если вы проживете что-то поярче, вы только выиграете. Поэтому это чисто ваш интерес, но не интерес как бы системы в целом. Система в целом больше заинтересована, чтобы вы смотрели сериал, ели чипсы, пили пиво и не высовывались.